Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот красоту. Вот такие красивые, теплые и объемные слитки я связала. Данные слитки смотрятся действительно очень красиво за счет вот толщины пряжи. Они получаются очень такие пухлые и объемные. Я считаю, что данная модель слитков может служить отличным подарком для ваших родных и близких. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю сейчас связать их вместе со мной. Но перед тем, как мы с вами приступим к вязанию, давайте вначале разберемся с техникой вязания данных слитков и что нам понадобится для их вязания. Данные слитки в мастер-классе я сейчас буду вязать из пряжи Yarnart Merino Bulky. Это у нас идет пряжа по составу 30% шерсти, 70% акрила, и метраж у данной пряжи 100 грамм 100 метров. И нам понадобится 2 моточка данной пряжи. Также вы можете использовать в принципе абсолютно любую пряжу и любой толщины, так как в процессе вязания я вам буду измерять каждую из провязанных мною деталей в сантиметрах, так чтобы вы могли ориентироваться, и благодаря этому вы данные слитки сможете связать абсолютно из любой пряжи. Но естественно, если вы захотите, чтобы вот они были прям такие пухленькие и объемные, то я рекомендую взять пряжу похожего метража. В запасах у меня была вот еще такая пряжа Alize Superlana Maxi. Это у нас будет идти также по составу 25 шерсти, 75 акрила, и метраж также вот идет на 100 грамм 100 метров. Это пряжа, вот которую я вам показываю как вариант, чем можно заменить вот эту пряжу. Или вы можете использовать любую пряжу похожего метража. Также для вязания слитков, кроме пряжи, нам еще понадобятся спицы. Скажу сразу, что можно данные слитки вязать на обычных чулочных спицах. Но я сейчас скажу, что буду использовать для вязания я. Подошву я буду вязать на 2 чулочных спицах, диаметр 4 миллиметра, так как я хочу, чтобы подошва была достаточно такая плотная и не дырявчатая. Далее, после того, как мы с вами свяжем подошву, мы будем с вами вязать подъем и мысок. Подъем и мысок я буду вязать на круговых спицах, диаметр 5 миллиметров, и длина от кончика до кончика я взяла 50 сантиметров. У меня это идут укороченные спицы. Также, в принципе, сюда подойдут и обычные спицы шапочные, которые у нас идут длиной 40 сантиметров. Вот эту верхнюю часть слитков мы будем вязать поворотными рядами. Поэтому более удобно вот эту часть, которую мы будем вязать поворотными рядами, взять спицы более длинные. То есть я взяла спицы вот уже длиной от кончика до кончика 60 сантиметров. И диаметр спицы также я взяла 5 миллиметров. Данные слитки сейчас в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 37-38. Я думаю, даже и на 39 размер они подойдут. Но обязательно сейчас в процессе вязания я буду говорить, за счет чего их можно связать или на больший, или на меньший размер ноги. Сразу скажу насчет пуговиц. Нам понадобится, вот как вы видите, 2 пуговицы, и это идет не обманка, а их можно действительно вот расстегнуть и застегнуть. Но в процессе, скажем так, носки и когда мы будем одевать на ножку, не обязательно каждый раз расстегивать и снимать. Полотно здесь идет такое достаточно вот эластичное, и слитки спокойно можно одевать на ногу, не расстегивая и застегивая постоянно эти пуговицы. Но раз пуговицы у нас на слитках есть, то я решила, что они должны, скажем так, расстегиваться и застегиваться. Итак, надеюсь, вам все понятно по необходимым материалам для вязания данных слитков, поэтому готовим пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр 4 миллиметра, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 6 петель.
Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми, так как подошву я буду вязать платочной вязкой. То есть и лицевые, и изнаночные ряды я буду провязывать лицевыми петлями. Первую кромочную петлю мы всегда будем просто снимать, не провязывая. Последнюю петлю в конце ряда мы всегда будем провязывать вот изнаночной петлей. Это мы с вами провязали первый ряд. Вязание я переворачиваю на обратную сторону. И сейчас во втором ряду мы будем делать прибавление петель, так чтобы у нас сейчас шло расширение подошвы. Первую кромочную петлю я снимаю, после чего я делаю накид. То есть рабочую нить набрасываю на правую спицу вот от себя. И дальше провязываю все петли лицевыми, не довязывая одну последнюю кромочную петлю. Вот у меня осталась одна последняя кромочная петля. Перед кромочной петлей я снова делаю накид. И последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на обратную сторону. Сейчас вот в третьем ряду мы все петли провяжем просто лицевыми. Кромочную петлю я снимаю. Единственные наши накиды мы сейчас будем провязывать лицевыми петлями за короткую заднюю стеночку, так, чтобы здесь у нас не образовывалось никаких дырочек. То есть вот лицевая. Итак, вяжем вот этот наш ряд, третий, до конца. Вот наш накид. Снова мы его провязываем вот лицевой петлей за заднюю стенку. И последняя кромочная изнаночной. Четвертый ряд. И в четвертом ряду мы снова делаем прибавление. То есть кромочная, накид вот от себя. Набрасываем рабочую нить на правую спицу. И дальше вяжем все петли лицевыми до нашей кромочной петли. Лицевая. Далее опять перед последней петлей мы делаем накид. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Вязание переворачиваем и вяжем пятый ряд. В пятом ряду мы все петли провязываем лицевыми. Накиды мы провязываем лицевой петлей за заднюю короткую стеночку, так, чтобы не образовывалось никаких дырочек. На спицах у меня уже 10 петель, и мы с вами приступаем к вязанию шестого ряда. В шестом ряду мы сделаем последнее прибавление. То есть кромочную петлю я сейчас снимаю, делаю накид, вот, и вяжу опять все петли лицевые до нашей последней кромочной петли. Перед нашей кромочной петлей мы снова делаем накид и кромочную петлю провязываем изнаночной. Вязание переворачиваем и вяжем седьмой ряд, все петли лицевыми. Накиды провязываем за заднюю короткую стеночку лицевой петлей. И на спицах у нас сейчас находится вот 12 уже петель. То есть если вы вяжете из пряжи той же толщины, что и я в мастер-классе, то вот 12 этих петель это и будет ширина нашей подошвы. Сейчас, когда мы провяжем участок чуть повыше, я вам измерю ширину подошвы. То есть сейчас, смотрите, вот вязание я держу лицевой стороной к себе. Вот мы провязали лицевой ряд. Мы сделали все прибавки. То есть вот 12 петель это и будет ширина моей подошвы. Сейчас я должна провязать просто ровное полотно. То есть никаких ни прибавок, ни убавок делать я не буду. Все ряды мы будем провязывать лицевыми петлями, так как у нас должны получаться наши платочные дорожки. То есть смотрите, сейчас я самостоятельно провяжу просто ровным полотном, то есть вот от нашего наборного края. Вот этот наборный край, где мы набирали петли, я не считаю. То есть сейчас у меня провязано, смотрите, 1, 2, 3 платочные дорожки. Я сейчас провяжу просто ровное полотно, чтобы в итоге у меня было провязано 28 платочных дорожек. Далее я подключусь, измерю деталь мою в сантиметрах, и мы приступим к убавлению петель. То есть мы сейчас должны получить вот овальную подошву. Итак, вот я провязала от наборного края всего 28 платочных дорожек. На спицах у меня 12 петель. И сейчас на этом этапе мы с вами разберемся, как нам связать слитки на другой размер ноги. Но перед этим я сейчас измерю мою заготовку в сантиметрах. Ширина подошвы у меня получается, ну вот где-то 8-8,5 сантиметров. Так, вот ширина. И длина до убавок именно на мой размер ноги, то есть на размер ноги 37, вот 38,
Сейчас получается, ну, около 20 сантиметров. Теперь смотрите, для того, чтобы связать слитки на какой-то другой размер ноги, больше, соответственно, или меньше, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас где-нибудь здесь я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Как я говорила, в мастер-классе вот я вяжу слитки на размер 37, 38. И по таблице, если посмотреть, 37 и 38 размер ноги у нас соответствует, значит, 23 с половиной и, соответственно, 24 с половиной сантиметров. То есть сейчас для того, чтобы связать подошву на абсолютно любой размер ноги, мы должны знать, вот как я сказала, размер ноги в сантиметрах, и от этого числа мы должны отнять примерно 1-2 сантиметра. Опять же, 1-2 сантиметра отнимаем мы именно для пряжи похожего метража, и если вот мы вяжем вот именно спицами 4 миллиметра, так как если вы вяжете очень свободно и вязание у вас рыхлое, то вам нужно, соответственно, отнять большее количество сантиметров, так чтобы слитки у вас хорошо сидели на ноге и не слетали с ноги. Видите, у меня полотно такое достаточно, вот оно получается такое плотное, полотно тянется, но видите, здесь никаких вот абсолютно просветов у нас не видно, поэтому вот как раз таки 1-2 сантиметра это вот для такой плотности, скажем так, вязания. То есть пряжа 100 грамм 100 метров и спицы 4 миллиметра. То есть смотрите, я сейчас буду провязывать вот эту мою подошву на этот размер ноги. Вот, получается 20 где-то примерно 2,5 сантиметра. Ну, то есть здесь получается, значит, от 38 размера я отняла 2 сантиметра, от 37 1 сантиметр я отняла. То есть получается, я сейчас провязала 28 платочных дорожек, и это у меня получилась длина детали 20 сантиметров. Как я сказала, общая длина у меня сейчас будет равна где-то примерно 22,5 сантиметров. Соответственно, на убавление петель у меня сейчас уйдет где-то примерно 2,5 сантиметра. Вязание я держу лицевой вот стороной вверх, и сейчас мы будем приступать к убавлению петель. Убавлять петли я буду в лицевом ряду, поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее первую и вторую петлю после кромочной я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Дальше вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. Вот у меня в конце ряда осталось 3 петли. Первую и вторую петлю здесь я также провязываю 2 вместе лицевой петлей. И последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю, и изнаночный ряд мы провязываем просто все петли лицевыми. Последнюю провязываем изнаночной, первую кромочную мы просто снимаем, не провязывая. Вязание я перевернула вот на лицевую сторону, и сейчас опять в лицевом ряду мы убавляем петли в начале и в конце ряда. То есть вот первую снимаю, далее первую и вторую петлю провязываю вот 2 вместе лицевой петлей. Далее вяжем вот все петли лицевыми, не довязывая 3 петель. Далее первую и вторую петлю в конце ряда я также провязываю 2 вместе лицевой петлей, и последнюю петлю в конце ряда провязываю изнаночной. Изнаночный ряд провязываем все петли лицевыми, и в лицевом ряду снова делаем убавление петель. Таким образом, в каждом лицевом ряду мы убавляем петли до тех пор, пока на спицах у нас не останется 6 петель. Итак, вот я сделала все убавления, на спицах у меня 6 петель. Вязание вот я кладу лицевой стороной вверх, то есть вот идет мой кончик, где мы набирали наши петли, и вот идет моя рабочая ниточка. Вот все ровненько раскладываем, и теперь давайте измерим мою подошву в сантиметрах, и у меня получается, ну да, почти 22,5 сантиметра. Далее, после того, как мы связали подошву, мы сразу будем приступать к вязанию подъема. То есть сейчас получается, мы вот сюда в край, здесь, здесь и здесь в кромочные петли должны будем добрать петельки. Теперь давайте разберемся, как нам понять, сколько нам необходимо поднять петель. То есть количество петель, которые мы должны будем набрать вот здесь, если именно, будет равно количеству петель, которые мы с вами набирали изначально. То есть вот здесь, в этом промежутке, мы должны будем поднять 6 петель. Далее от этого края до этого, ну и соответственно от этого до этого. Здесь в этих промежутках мы должны поднять петли, и это количество петель будет равно
количеству провязанных вот сейчас платочных дорожек. То есть если сейчас пересчитать наши платочные дорожки от нашего наборного края и вот до последней платочной дорожки, то у меня сейчас здесь провязано 30 платочных дорожек. То есть я сейчас должна буду поднять здесь 30 петель, здесь 30 петель, 6 петель тут и 6 петель у меня уже вот находится на спице. То есть это вот и будет то количество петель, из которого мы будем вывязывать наш подъем. Поэтому вот я беру подошву вот лицевой стороной вверх, то есть вот моя ниточка и вот мой кончик, где мы набирали наши петли. И сейчас я сразу же буду вот здесь поднимать в кромочные петли наши петельки. Поднимать петли и провязывать подъем я буду, как я говорила, на круговых спицах. Длину я взяла 50 сантиметров от кончика до кончика и диаметр спицы 5 миллиметров. Спицы у меня идут укороченные, поэтому вот здесь сразу в кромочные петли я начинаю поднимать петельки. Сразу скажу, что если сейчас будет вам неудобно поднимать эти петли вот сразу на спице, то можете помогать себе крючком. Ну а я сейчас вот на спицу здесь в этот край поднимаю в кромочные петли 30 петель. 3, 4, 5. Итак, вот вдоль этого края до средней части я подняла на спицы круговые 30 петель. Далее вот здесь, в этом промежутке, вот мы должны поднять 6 петель. Сейчас, опять же, я рекомендую вот сюда повешать маркер, чтобы обозначить вот этих наших средних 6 петель, так как впоследствии здесь мы будем вывязывать наш мысок. То есть вот я просто вешаю сюда ниточку контрастного цвета. И вот здесь, когда я сейчас буду поднимать петли, я буду помогать себе крючком. То есть вот одна петля, вторая, третья, четвертая, пятая и вот сюда шестая. То есть вот здесь я подняла 6 петель. Теперь эти 6 петель, которые я подняла на крючок, я переснимаю вот на круговую спицу. Далее, после того, как мы подняли здесь 6 петель, здесь я также повешаю маркер. Вот наши 6 центральных петель. Так, спицы вытаскиваю подлиннее. И дальше вот со второго края нашей подошвы я продолжу набирать петли. То есть со второго края мы также сейчас должны поднять 30 петель. Если сейчас неудобно вязать круговыми спицами, эти петли вы можете распределить на обычные чулочные спицы. Итак, вот я на круговые спицы здесь также подняла 30 петель. И вот вязание у нас сейчас выглядит вот таким вот образом. Теперь смотрите, вот эти 6 петель, это задняя часть наших слитков. Эти 6 петель мы сейчас разделим напополам. То есть 3 петли сейчас вот с левой стороны мы переоденем, соответственно, на левую спицу. А 3 петли с правой стороны мы сейчас провяжем лицевыми на правую спицу. То есть вот я их провязываю: одна лицевая, вторая и третья лицевая, а остальные 3 петли я сейчас просто пересниму на левую спицу. Вот таким образом сейчас выглядит мое вязание. Вот здесь вот сейчас в этот промежуток можно повесить маркер. И этот маркер у нас будет обозначать начало нашего ряда. Наш подъем мы сейчас будем вязать платочной вязкой. То есть у нас будет идти чередование. Сначала мы один ряд провяжем лицевыми петлями, далее изнаночными петлями. Вот мы сейчас набирали наши петли, это мы как бы провязывали лицевой ряд. Поэтому сейчас вот я продолжаю вязать вот наш подъем. И следующий ряд, вот этот наш, я провяжу сейчас изнаночными петлями по кругу. Итак, вот я провязала этот ряд вот по кругу изнаночными петлями, и у нас получилась вот одна провязанная платочная дорожка. И вот идет начало нашего ряда. В тот момент, когда мы довязали до вот маркера, который обозначает начало нашего ряда, мы будем петли провязывать уже по-другому. То есть, соответственно, сейчас мы их провязываем уже не изнаночными дальше по кругу, а лицевыми. То есть сейчас вот я спицу круговую вынимаю подлиннее сюда вот и провязываю вот следующий ряд нашего подъема по кругу вот до нашего, соответственно, маркера лицевыми петлями.
То есть сейчас, смотрите, мы провяжем один ряд вот лицевыми петлями. Следующий ряд, когда мы довяжем до нашего маркера, мы провяжем изнаночными петлями. И у нас уже получится 2 платочные дорожки. Дальше опять лицевыми петлями, изнаночными петлями получится 3 платочные дорожки. И еще раз лицевыми петлями и изнаночными петлями. И у нас уже получится 4 платочные дорожки. То есть, соответственно, если вот мы посмотрим на готовый следок, подъем я сейчас буду провязывать вот 1, 2, 3, 4 платочные дорожки. Далее мы с вами будем приступать к вязанию вот этого нашего мыска. Итак, вот я провязала подъем. 1, 2, 3, 4 платочных дорожки. Вот таким образом сейчас выглядит моя вот эта заготовка. То есть вот 2 маркера, которые обозначают среднюю часть, где мы сейчас будем вывязывать мысок. И вот идет ровно задняя часть наших следков. Вот такой вот стык здесь аккуратный получается. Он образовывается, когда мы вяжем платочную вязку по кругу. Теперь смотрите, какой момент у нас будет дальше. Мы с вами будем приступать к вывязыванию мыска. Так, скажу сразу, что вот здесь эту ниточку я сейчас обрежу и буду вот здесь вот ниткой от моточка продолжать вязать наш мысок. Я знаю, что некоторые категорически не любят вот обрыва нити. В принципе, можно сейчас провязать вот половина следка лицевыми петлями и дальше продолжать вывязывать наш мысок. Но скажу сразу, что в этом случае у нас получится вот эти стыки вот между подъемом и мыском здесь и здесь немного разные, так как здесь у нас идет вот сразу изнаночный ряд, а здесь, допустим, у нас еще будет дополнительно провязан лицевой ряд, и получается такая бороздка более глубокая. Мне этот вариант не нравится. То есть в моем случае я лучше спрячу дополнительно несколько кончиков, но зато вот мысок с одной и со второй стороны будет выглядеть одинаково. Поэтому если вот этот момент, что здесь у вас эти края немножечко будут отличаться, вас не смущает, то нить от мотка вы можете не обрывать. Если вдруг вот вы решите сейчас, что нить от мотка вы обрывать не будете, то здесь, смотрите, сейчас сразу скажу, что мысок я буду вывязывать из 10 центральных петель. Маркерами у нас отмечено 6 петель, поэтому вот 2 петли с этой стороны и 2 петли с этой стороны. Вот эта ширина и будет являться шириной мыска. Поэтому вы сейчас просто в этом случае провязываете, вот наша ниточка от моточка, вот эти петли лицевыми, не довязывая, получается, вот до маркера 2 петель. Дальше продолжите вязать мысок. Ну, а я сейчас здесь ниточку от моточка обрезаю. Вот беру вязание лицевой стороной вверх, и сейчас я просто переснимаю, не провязывая. Получается, с левой спицы на правую петли все вот эти, также не доходя до маркера 2 петель. Итак, вот я пересняла все петли, то есть не доходя до маркера 2 петель. Теперь эти 2 петли я также пересниму для того, просто чтобы убрать этот маркер, и 2 петли верну обратно. То есть получается из вот этих 8 плюс 2, то есть из 10 петель мы будем вязать сейчас наш мысок. Поэтому я сейчас беру вот ниточку от моточка, где мы сейчас обрезали наш кончик. Просто этот кончик кладу вот вовнутрь, пальчиком его придерживаю и сразу приступаю к вязанию мыска. Мысок я буду вязать также платочной вязкой. То есть все ряды и лицевые, и изнаночные мы будем провязывать лицевыми петлями. То есть вот наша первая петля, вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Маркер убираем. Дальше 9. И вот здесь у нас идет последняя 10 петля мыска и 1 петля боковой части. Когда мы будем провязывать наш следок с лицевой стороны, последнюю эту петлю мыска и 1 петлю боковой части мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. После чего вязание я сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную я снимаю. Дальше вяжу все петли лицевые. То есть вот кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот та петля, откуда мы начали вязать мысок. То есть это идет последняя петля мыска с изнаночной стороны. И вот дальше идет 1 петля боковой части. Я сейчас вяжу изнаночный ряд. Поэтому сейчас эти 2 петли, когда мы вяжем изнаночный ряд, мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Вот
за заднюю стенку. Кончик подтягиваю, вязание переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны опять вяжем все петли лицевые, вот не довязывая вот эту последнюю петлю мыска. И далее последнюю петлю мыска и первую петлю боковой части мы провяжем вот с лицевой стороны 2 вместе изнаночной петлей. Далее вязание переворачиваем и опять вяжем петли нашего мыска, то есть 9 петель, не довязывая 10-ю петлю. С изнаночной стороны последняя вот 10-я петля мыска и первая петля боковой части, мы их провязываем 2 вместе лицевой петлей. И вот таким образом мы дальше продолжаем вязать наш мысок. При вывязывании вот этого нашего мыска нашу заготовку можно примерять на ногу для того, чтобы понять, сколько вам здесь вот необходимо провязать рядов, так, чтобы этот мысок вот перекрывал переднюю часть нашей ноги. То есть смотрите, я сейчас буду провязывать вот этот мысок всего 16 платочных дорожек. То есть если здесь посчитать, вот идет 4 платочные вот дорожки, это подъем, и дальше вот здесь у меня провязано всего 16 платочных дорожек. Сейчас я провяжу всю высоту вот этого мыска и измерю эту деталь в сантиметрах. Итак, вот я провязала всю высоту мыска. Как я сказала, я провязала сейчас 16 платочных дорожек. Так, смотрите, вот здесь у меня идет вот эта платочная дорожка. Она относится именно к подъему, а дальше пошло 16 платочных дорожек мыска. И если измерить вот в сантиметрах, длина мыска у меня сейчас вот получается, ну вот около 12 сантиметров. И я сейчас сразу буду переходить к вязанию вот этой верхней части. И здесь мы с вами будем вывязывать вот такой вот красивый узор. Называется этот узор кукурузка. И будем с вами делать вот эту планку и отверстия для наших пуговиц. Смотрите, здесь у нас какой момент получается, что вот здесь вот эта планка у меня получилась вот ровно сбоку, но ближе расположена к задней части. Сейчас, естественно, второй следок я буду провязывать точно так же, но если вы хотите, чтобы эта планка была расположена ближе вот к середине средней части, то я вам сейчас скажу, сколько и как нам нужно это провязать. Этот следок у меня сейчас связан на левую ногу. Вначале я вам сейчас расскажу, как мы будем провязывать вот на левую ногу, и дальше вместе со мной мы приступим к вывязыванию вот как раз-таки правого следка. Вяжутся следки и на правую, и на левую ногу абсолютно одинаково. Единственное, вот эта планка у нас будет располагаться с разных сторон. То есть, соответственно, на левую ногу с левой стороны, на правую ногу с правой стороны. После того, как я закончила вязать вот именно мысок, я сейчас вот эту ниточку от моточка также здесь обрежу. Когда я вязала следок на левую ногу, то есть вот я держу таким образом мой следок, вот идет мысок, 10 петель мыска и дальше петли боковой части. Я сейчас просто, значит, с правой спицы на левую пересняла 5 петель, 3, 4, 5, и это было начало моего вязания. Но вот видите, если мы переснимем 5 петель, вот эта наша планка, она будет располагаться вот ровно сбоку, но ближе к задней части. Поэтому для того, чтобы эта планка здесь была ровно посерединке, я сейчас рекомендую после мыска переснять буквально 2 петли. Это и будет здесь идти начало нашего вязания. Каким образом провязывать мы будем дальше наши ряды, я сейчас покажу, соответственно, с этой стороны, так как вязаться они будут абсолютно одинаковые. Единственная разница будет, что на одном следке мы делаем, скажем так, планку с этой стороны, а на другом следке мы делаем эту планку с другой стороны. Я сейчас буду вязать следок на правую ногу, поэтому я сейчас просто в начале пересниму 10 петель мыска, не провязывая. Вот я их просто переснимаю. Итак, вот я пересняла 10 петель мыска. И дальше смотрите, я сейчас буду переснимать вот петли боковой части 5 петель, так как мне нужно связать 2 одинаковых следка. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вы сейчас можете относительно вот нашего мыска переснять на правую спицу вот 2 или 3 петли, так, чтобы эта планка у нас была больше, скажем так, расположена в середине боковой части. После того, как мы пересняли петли, соответственно, на левую вот или на правую сторону, мы сейчас будем приступать к вязанию верхней части. Здесь тоже вот сейчас при вязании правого и левого следка вот этот момент начала нашего вязания немножечко будет отличаться. Значит, смотрите, когда я сейчас
вязала следок на левую ногу. Вот мы сюда перейдем сейчас на левую ногу. То есть здесь вот я пересняла 5 петель. Вот 5 петель я пересняла. Дальше я взяла вот спицы круговые, так как я говорила, подъем я буду вязать на спицах вот длиной 60 сантиметров и диаметр 5 миллиметров. Дальше вот обычным способом набора с помощью длинного хвоста я на спицу набрала 5 петель. То есть вот набираем 2, 3, 4, 5. То есть вот 5 петель я набрала. Вот идет начало нашего вязания. То есть вот наши спицы вот смотрят здесь пересняты. Это если мы вяжем на левую ногу. Вот идет наша рабочая ниточка. Вот идет начало нашего вязания. И вот дальше я вот таким образом продолжила вязать вот этот ряд по кругу, провязывая вот все петли лицевыми. Далее вязание я развернула на изнаночную сторону, так как мы подъем, этот верхнюю часть, вяжем поворотными рядами. И начала вязать изнаночный ряд, так как я сейчас буду показывать. Просто здесь самое главное, нужно понять, что мы должны вначале набрать вот 5 петель, вот, и дальше здесь продолжить вязать лицевой ряд. Это первый подготовительный ряд. Когда я сейчас буду вязать следок на правую ногу, то есть я вначале должна провязать, как вы помните, лицевой ряд, так? Но планка мне это нужна, которую мы добираем 5 петель вот с этой стороны, чтобы она закрывалась вот сюда, к задней части. То есть если посмотреть на готовый следок, вот эти 5 петель, которые я добирала, вот это наша, вот эта планка. И эта планка должна, естественно, смотреть вот к заду, к задней части здесь и, соответственно, на втором следке. Поэтому вот здесь я добрала 5 петель вот на левый следок и начала вязать дальше поворотными рядами. Соответственно, вот я держу правый следок. Я сейчас провяжу лицевой ряд, дойду вот до начала нашего вязания, и здесь я наберу наши 5 петель в конце ряда, так, чтобы эта планка также смотрела вот к пятке. Вот этого количества петель получается много. То есть здесь, посмотрите, если посмотреть на вот этот следок, то есть, скажем так, на ногу средней плотности, то есть, видите, здесь этого расстояния вполне достаточно. То есть вот они достаточно хорошо сидят. То есть понятно, что у манекена нога идет такая совсем худенькая и стройная, и поэтому даже если нога и чуть плотнее, то вот этого расстояния вполне достаточно, чтобы солидки даже без расстегивания этих пуговиц хорошо одевались и снимались с ноги. Поэтому вот этого количества петель, которые у меня сейчас на спицах, много. То есть получается тогда вот эта часть голенища нашего, она очень широкая получается. Мне такой эффект не нравится, и поэтому сейчас при провязывании вот как раз-таки этого подготовительного ряда и для правой, и для левой ноги, вот здесь я равномерно убавлю 6 петель. А на спицах, если что, вот чтобы вам ориентироваться, у меня сейчас находится ровно 40 петель. И мы приступаем к вязанию вот правого следка на правую ногу и вяжем первый подготовительный ряд. В принципе, сейчас можно вязать и на спицах 50 сантиметров. Ну вот я сейчас возьму, как я сказала, спицы 60 сантиметров. То есть вот я первую петлю провязываю лицевой. То есть я вяжу именно лицевой ряд, так как подготовительный этот ряд мы должны провязать вот именно с лицевой стороны. И дальше давайте сразу же вот по задней части мы равномерно здесь убавим 6 петель. Убавление мы будем делать просто провязывая 2 петли вместе. То есть вот 2 петли вместе провязала, это я убавила 1 петлю. Дальше опять несколько петель вот провяжу, 2, 3 и еще сразу же провязываю 2 петли вместе. Лицевой петлей это я уже убавила 2 петли. Дальше еще 3 провяжу и еще сразу же 2 вместе, это я убавила сейчас 3 петли. И так далее довязываем этот ряд по кругу. Вот это 4-е убавление делаю. Всего я сейчас убавлю 6 петель. Итак, смотрите, я провязала вот этот наш лицевой ряд по кругу и равномерно убавила 6 петель. Просто 6 раз провязала по 2 петли вместе. И как раз таки вот на правую ногу, как я сказала, мы делаем вот эту нашу планку здесь в конце первого подготовительного ряда. Поэтому здесь я вот таким образом добираю 5 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5.
Все, это мы с вами провязали первый подготовительный ряд. Вязание вот я разворачиваю на изнаночную сторону, и сейчас с изнаночной стороны мы будем приступать к вязанию первого ряда нашего основного узора. То есть первый ряд нашего основного узора будет являться изнаночным рядом. То есть вот здесь получается первую здесь петельку вот таким образом мы ее снимаем, чтобы она у нас не раскрутилась. Вот аккуратненько вот первая, дальше вот вторая лицевая, дальше вот третья лицевая, четвертая и вот пятая лицевая петля. Эти 5 петель будут являться планкой, где мы будем вывязывать отверстия для пуговиц. И эту планку я буду вязать платочной вязкой. Для того, чтобы нам сейчас не запутаться, я рекомендую вот петли нашей планки обозначить маркером с одной и с другой стороны, то есть в начале и в конце нашего вязания. То есть 5 петель я провязала и сюда вешаю маркер. Дальше у нас будет идти наш основной узор. Для вязания нашего основного узора нам здесь нужно, чтобы было на спицах нечетное количество петель. То есть здесь будет идти с этой стороны в конце ряда 5 петель. Это также петли нашей планки, где вот мы сейчас маркером отметим. И сейчас вот как раз таки, если пересчитать все эти петли без вот этих 5 петель планки, то на спицах у меня здесь получается 29 петель. Как раз таки нечетное количество петель, то есть то количество, которое нам и необходимо. Если, к примеру, у вас получается четное количество петель, то здесь что я порекомендую вам: или убавить одну петлю еще, или прибавить одну петлю еще, или эту одну петлю можно провязать вот как раз таки в счет нашей планки. То есть можно, чтобы эта планка была, допустим, здесь 6 петель, а в конце 5 петель, или наоборот. То есть это в принципе все нормально и допустимо. То есть после 5 провязанных петель планки повешали маркер и дальше вяжем первый ряд нашего основного узора. Первую петлю я провязываю лицевой, вторую петлю я провязываю изнаночной. Одна лицевая, одна петля изнаночная. То есть мы сейчас вяжем с изнаночной стороны просто резинку 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная петля. Так мы вяжем вот одна лицевая и одна изнаночная петля по кругу, не довязывая до конца этого ряда 5 петель. Итак, вот с изнаночной стороны я провязала вот резинку 1 на 1, то есть одна лицевая и одна изнаночная петля. И вот здесь у меня осталось 5 петель. Здесь, значит, я также сейчас повешу ниточку контрастного цвета, и эти 5 петель будут являться планкой с другой стороны. То есть планку мы будем вязать платочной вязкой, то есть петли нашей планки и в лицевом, и в изнаночном ряду мы будем провязывать лицевыми петлями. Если неудобно эту часть вязать вот слегка на круговых спицах, то эти петли вы можете распределить и на обычные чулочные спицы. Поэтому здесь вы уже смотрите, как вам удобнее. То есть вот мы довязали до конца этого ряда. Последнюю здесь петлю я провязала изнаночной. Вязание переворачиваю, получается, вот на лицевую сторону. Дальше мы приступаем к вязанию второго ряда нашего основного узора. Петли нашей планки мы провязываем лицевыми, то есть первую кромочную снимаю и дальше 4 лицевых петли до нашего маркера. Маркер перебрасываю на правую спицу. Далее после провязанной планки во втором ряду вот с лицевой стороны вот идет изнаночная петля. Эту изнаночную петлю мы сейчас должны просто снять, не провязывая, но перед нашей изнаночной петлей мы должны сделать накид. То есть можно сделать накид, потом петлю снять. Ну или более, наверное, удобно, то есть вот рабочую нить помещаем вот на левую спицу перед работой. И далее вот нашу нить рабочую и петлю изнаночную просто вот таким вот образом снимаем. То есть у нас получается накид, изнаночная петля просто снятая, лицевую провязываем лицевой. Дальше опять изнаночную снимаем вот вместе с накидом, лицевую провязываем лицевой. Изнаночную сняли, при этом обязательно сделать накид, лицевую провязываем лицевой. Вот сняли, провязали с накидом, изнаночную сняли, провязали. Поэтому довязываем таким образом второй ряд нашего основного узора до конца. В конце второго ряда нашего основного узора у меня получается лицевая, дальше изнаночная петля, мы ее снимаем вместе вот с накидом. Дальше у нас идет маркер, который обозначает вот петли нашей планки, и петли нашей планки в конце ряда мы все провязываем просто лицевыми. Лицевая,
лицевая. И последнюю здесь петлю в конце ряда, это наша кромочная петля, я ее провязываю изнаночной сейчас петлей. И вязание сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. И мы приступаем к вязанию третьего ряда основного узора. Это у нас идет изнаночный ряд. Значит, петли нашей планки мы всегда провязываем одинаково. То есть мы их все провязываем лицевыми. Маркер перебрасываю. И вот идет наш основной узор. У нас здесь после планки сразу идет петля с накидом, дальше изнаночная петля, петля с накидом, изнаночная петля. В третьем ряду вот эту петлю с накидом мы также будем просто переснимать, при этом должны сделать еще один такой же накид. То есть опять рабочая нить на левой спице и петлю с накидом снимаем вместе вот с нашей рабочей ниточкой, так чтобы у нас была петля и 2 накида. Вот эту изнаночную петлю мы сейчас в изнаночном третьем ряду должны провязать лицевой. Узор на самом деле вяжется очень просто. Вот самое главное внимательно посмотреть. И дальше опять же даже записывать ничего не нужно. Все очень понятно и просто. Дальше опять петля с накидом. Мы ее просто снимаем в третьем ряду. А изнаночную петлю провязываем лицевой. Петлю с накидом снимаем, при этом делая еще вот один накид. Изнаночную провязываем лицевой. Петлю с накидом сняли, при этом сделав еще один накид. Следующую вот просто изнаночную петлю провязываем лицевой. Так мы довязываем третий ряд основного узора до конца. Здесь в конце ряда вот петлю вместе с накидом и еще сделав один накид я сняла. Далее маркер перебрасываю на правую спицу и вяжу петли нашей планки, провязывая их все лицевыми. Последнюю петлю я провязываю изнаночной, вязание переворачиваю на лицевую сторону. И сейчас мы приступаем к вязанию четвертого ряда основного узора. Четвертый ряд будет являться лицевым рядом, поэтому первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю петли планки лицевыми петлями. Маркер перебрасываю на правую спицу и дальше смотрите, вот в четвертом ряду это последний ряд нашего основного узора. Так у нас получается петля и сразу идет 2 накида. В четвертом ряду вот петлю и этих 2 накида мы должны провязать вместе все это изнаночной петлей. Дальше у нас идет изнаночная петля, ее мы провязываем лицевой. То есть мы сейчас продолжаем фактически вязать резинку 1 на 1, только сейчас изнаночную петлю мы провязываем вот 2 накида и петлю вот изнаночная, дальше лицевая. Опять вот это все мы провязываем изнаночной петлей, наши накиды и снятая петля. Следующая петля мы ее провязываем лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так мы сейчас довязываем четвертый ряд до конца. Итак, вот я провязала четвертый ряд до конца. Далее опять вязание мы переворачиваем на изнаночную сторону и снова будем вязать наш изнаночный ряд. Вязание наше опять будет повторяться с первого изнаночного ряда по четвертый. 4 этих ряда, которые мы только что с вами провязали, это и будет идти раппорт нашего узора в высоту. То есть сейчас, смотрите, начнем вместе, дальше продолжите вязать самостоятельно. То есть вяжем петли планки. Первую снимаем петлю, дальше вяжем все петли лицевыми, маркер перебрасываю, и сейчас в первом ряду нашего основного узора, как мы помним, мы вяжем просто резинку 1 на 1. Все петли фактически мы сейчас провязываем по рисунку, как они у нас идут, так мы их и вяжем. То есть вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. После того, как мы провязали первый, получается, ряд нашего второго раппорта с изнаночной стороны, мы вязание переворачиваем на лицевую сторону и вяжем лицевой ряд. Это будет идти второй ряд нашего раппорта. То есть мы наши изнаночные петли сейчас должны снимать, просто не провязывая вместе вот с накидом. Сняли, провязали петлю лицевой, сняли, провязали петлю лицевой, сняли, провязали петлю лицевой. И так далее. Мы сейчас вяжем вот высоту
верхней части нашего следка, вывязывая вот эти наши кукурузки. Так, единственное нам нужно не забывать делать отверстия для наших пуговиц. Отверстия для пуговиц мы будем делать в этом участке, где мы добирали 5 петель, как для левой ноги, так и для правой ноги. То есть именно в этом участке. Здесь на вот этом следке я сделала первое отверстие после того, как вот здесь от планки у меня было провязано 7 платочных дорожек. Здесь, если я посмотрю на мою планку сейчас, у меня провязано вот раз, два, 3 платочные дорожки. То есть дальше продолжаем вязать вот этот наш основной узор. Вывязываем наши вот эти кукурузки. И встретимся с вами сейчас, когда у нас будет провязано вот здесь у нашей планки 7 платочных дорожек. И я вам дальше покажу, каким образом мы будем делать отверстия для наших пуговиц. Итак, смотрите, вот я уже провязала 3 кукурузки. Вот так у меня сейчас выглядит полотно. И на вот этом участке, где мы добирали 5 петель, смотрите, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 платочных дорожек. То есть, соответственно, я сейчас должна сделать первое отверстие для пуговицы. Значит, когда мы сейчас вяжем следок на правую ногу, то есть я сейчас, соответственно, провяжу вот лицевой ряд до нашей вот этой выемки, и здесь я буду делать отверстие. Когда мы вяжем следок, соответственно, на левую ногу, у нас началом ряда является сразу лицевым вот эта выемка. Поэтому для левой ноги мы сразу же начинаем делать сейчас здесь отверстие. Поэтому я сейчас провяжу вот лицевой ряд до выемки. Далее покажу, каким образом мы будем делать эти отверстия. Итак, я довязала до нашей планки. Вот идут 5 петель планки. И мы здесь сейчас должны будем делать отверстие для пуговицы. Мы вяжем, напоминаю, следок на правую ногу, поэтому здесь мы сейчас провязываем вот первую и вторую петлю, 2 петли вместе лицевых, вот за переднюю стеночку. Далее я делаю накид и вяжу 1 лицевая, 2 лицевая и последняя кромочная изнаночной. Если бы мы сейчас делали отверстие вот это на левую ногу, то я бы сейчас кромочную сняла, провязала 2 петли лицевых, далее сделала накид и вот этих 2 петли перед маркером провязала 2 вместе лицевой петлей. Далее вот вязание я держу изнаночной стороной вверх, первую кромочную петлю я снимаю. Вяжу петли планки, вот 1 лицевая, 2 лицевая, и вот идет вот наш этот накид. Накид мы должны провязать лицевой петлей за вот эту длинную стеночку, так, чтобы получилась дырочка для нашей пуговицы. Еще 1 лицевая, то есть вот опять 5 петель нашей планки, и вот наше отверстие для пуговицы. Маркер дальше перебрасываю на правую спицу и дальше продолжаю вязать этот ряд до конца, не забывая провязывать наш основной узор. И теперь смотрите, если мы посмотрим на наш готовый уже следок, то есть мы сейчас провязали вот 1, 2, 3 кукурузки и сделали наше отверстие для пуговицы. Далее следующее отверстие, вот это, мы также будем делать после 7 провязанных платочных дорожек. Платочные дорожки считаем вот над нашим вот этим отверстием. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и снова делаем отверстие для пуговицы. То есть смотрите, до второго отверстия включительно сейчас вот этот участок провязываем самостоятельно. Дальше я подключусь и покажу, каким образом мы будем заканчивать вязание. То есть всего у меня здесь вот провязано 7 раппортов, вот 7 получилось у меня наших кукурузок, и вот 2 отверстия для наших пуговиц, то есть здесь через 7 платочных дорожек сделано первое отверстие, и второе отверстие сделано также через 7 платочных дорожек. Смотрите, если в сантиметрах, то общая высота вообще вот этой верхней части у меня получается вот 13 сантиметров. И вот это каждое отверстие, ну вот где-то на расстоянии получается 5 сантиметров. Вот здесь 5 сантиметров отверстия и здесь 5 сантиметров отверстия. Это для того, что если, к примеру, вы вяжете из другой пряжи или ваша плотность отличаться будет от моей. Итак, вот я сделала второе отверстие, как я сказала, через 7 провязанных платочных дорожек. Вот у меня здесь провязано 7 раппортов моего основного узора, то есть вот 7 кукурузок вот этих вывязано. Закончила вязание я, то есть сделала накид и дальше провязала изнаночный ряд. Это как раз получился у меня тот ряд, где я начала
вывязывать как бы первый ряд 8-го раппорта, где я просто провязала резинку 1 на 1. И вот с этой стороны у меня сейчас находится рабочая ниточка. То есть все, после того, как мы провязали вот в высоту 7 кукурузок и сделали 2 отверстия для пуговиц, мы с вами свяжем сейчас вот этот вот небольшой участок и закроем наши петли. Как вы видите, вот этот наш участок провязан платочной вязкой. То есть сейчас мы все ряды и лицевые, и изнаночные будем провязывать лицевыми просто петлями. То есть вот вязание я держу лицевой стороной вверх, первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Вот эти маркеры мы можем уже убрать, так как отверстий никаких нам делать больше не нужно, и узор нам вывязывать больше не нужно. То есть вяжем вот этот ряд лицевой до конца, провязывая все петли лицевыми. Лицевой ряд я закончила вязать, вязание переворачиваю вот на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны также мы все петли до конца этого ряда провяжем лицевыми, так чтобы у нас образовывались наши платочные дорожки. Итак, второй изнаночный ряд я провязала, и с лицевой стороны у нас получилась вот уже провязана одна платочная дорожка. Таким образом, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, мы сейчас с вами провяжем еще самостоятельно 3 ряда: лицевой, изнаночный и лицевой. И далее в 4-м изнаночном ряду мы будем закрывать петли. То есть еще сейчас вяжем лицевыми петлями 3 ряда. Итак, вот я провязала 3 ряда. Вязание я держу изнаночной стороной вот к себе. С лицевой стороны у меня получилось вот 2 провязанных платочных дорожки. И дальше, как я сказала, вот с изнаночной стороны мы будем приступать к закрытию петель. Закрывать петли можно абсолютно любым удобным для вас способом. Я буду вот обычно закрывать: первую снимаю, вторую провязываю лицевой, и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Провязала петлю, которая была на спице, протянула, спустила, провязала, протянула и спустила. В конце ряда, когда у нас остается вот на спице 2 последних петли, эти 2 петли я сейчас провяжу вот 2 вместе лицевой петлей, для того чтобы не было острого уголка. То есть вот и петля, которая была на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. Все, мы закрыли все наши петли. Далее здесь нитку от мотка можно уже обрезать. Далее в эту нашу петельку я продеваю кончик от моточка, который мы обрезали, и петельку аккуратно, хорошенько эту затягиваю. Теперь мы должны все эти кончики спрятать по изнаночной стороне. Давайте на примере одного какого-нибудь кончика я вам покажу, как я буду прятать все эти кончики. Так как, возможно, возникнут вопросы, так как ниточка толстая, и чтобы это было и незаметно, и красиво. Вот, к примеру, у нас идет кончик, который мы должны спрятать. Значит, этот кончик я разделяю ровно напополам, на 2 части. Вот. Сначала я сейчас спрячу одну часть, то есть вот я эту часть продеваю под соседние петельки. Далее вот вставляю крючок и разделяю еще раз напополам. Одну часть вынимаю и далее вот здесь завязываю узелок. Вот 1 и 2. При желании сейчас каждый из этих кончиков можно еще раз разделить и сделать еще более мелкие узелки. В принципе, я больше разделять не буду, поэтому здесь этот кончик я обрезаю. И точно таким же образом, только сейчас где-нибудь в другую сторону, я продеваю вторую часть этой ниточки под соседние петельки. И вот таким образом выглядят наши кончики, которые мы должны спрятать. Дальше, когда мы спрячем все кончики, вот здесь смотрите, если вот эта ниточка, где мы присоединяли вот кончик для вывязывания вот этой верхней части, у вас остался достаточно длинный, то этот кончик вы можете сейчас одеть в иголку с большим ушком. Далее вот таким образом мы сейчас складываем вот эти 2 края, где мы сейчас потом будем еще пришивать пуговицы, вот, чтобы все было ровно, нигде ничего не топорщилось. И
дальше этим кончиком или любой другой ниточкой. Можно обычными швейными нитками, можно взять просто нитку от моточка основного нашего цвета, прошивать этот край. Вот этих два края буду по лицевой стороне. То есть вот, видите, у нас этот край. Вот здесь я вставляю вот в край здесь и в край, вот который мы сверху наложили здесь вот. Иголку с ниткой вытаскиваем, дальше берем вот таким образом сюда, прошиваем в эту сторону, здесь, вот здесь, здесь и так далее. То есть ровненько, чтобы этот край у нас был прошит. Далее вот сюда мы напротив, скажем так, наших дырочек вот пришиваем пуговицы. Пуговицы можете взять абсолютно любые. Самое главное, чтобы они хорошо вот проходили в эти наши отверстия, но при этом они не должны быть маленькими. То есть здесь хорошо вот пуговица должна закрываться и не расстегиваться. Смотрите, если вы следки вязали также вот из пряжи такой же толщины, то диаметр пуговицы для вот именно этой дырочки должен быть вот 2,5 сантиметра. Дальше мы пришиваем пуговицы. Вот пуговицы можно выбрать уже на ваш вкус, абсолютно любые. И наши следки после этого будут полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому поддержите это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а сейчас мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.